Сколько оккупантов сейчас воюют в Украине? Еще один русский корабль отправился ко дну и турецкий террорист с заложниками. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Почему и кто и за что лишил Маска рекордной премии? Я думаю, что это шок, что это произошло, и это происходит в очень сложное время для Маска, а также для совета директоров Тесла. Чего больше всего боятся россияне и против чего не имеют защиты? Кто обстрелял американскую базу в Иордании? Кому будут мстить США за погибших военных? Исламское сопротивление в Ираке, в которую входят многочисленные группировки, включая Катаиб Хезболла. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Это очень важно и совсем несложно. Поехали. Более 500 тысяч российских военных сейчас находятся на территории Украины. Об этом говорит глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью CNN. Еще он говорит, что следующие полгода будут интересными, а война закончится возвращением потерянного. По всей видимости, главный украинский разведчик говорит именно о территориях. Кроме того, Буданов решил высказаться и про Дональда Трампа, и о его так называемой пророссийскости. Трамп опытный человек, он много раз падал и снова поднимался. И это очень серьезная черта. Сказать, что Трамп и республиканская партия являются почитателями России, это полная чушь. Прогнозов не было более детальных, но в целом заявления главного разведчика Украины звучали оптимистично. К тому же начальник разведки прямо не признал организацию атак на российские предприятия украинскими беспилотниками, но сказал, что скорее всего есть какой-то план, гипотетически. А атаки на самом деле продолжаются. Объективно территория громадная, защищать есть что. Это касается и всей нефтянки, и всей военки, и всех инфраструктурных объектов. И им физически на все это просто не хватает ресурсов. И поэтому вот удары по Питеру, они показали, как они лихорадочно начали подтаскивать С-300 и С-400. И особенно комедийным выглядит, когда они с помощью такого комплекса с таким... Кстати, «Триумф» – это экспортное название системы. Так вот, они поставили «Триумф», то есть они отказались от экспортных поставок, поставили «Триумф» и гордо заявляют, что они сбили украинский беспилотник. Правда, он упал, там у него 3 килограмма взрывчатки, как было у них заявлено, обнаружено было. Но что-то оно все там взрывалось и взрывалось. Сама такая концепция таких ударных беспилотников, которые работают в таких количествах. Я уже не говорю там про FPV-дрон, это вообще отдельная песня, тут из нее слов не выбросишь. Но вот то, что касается ударных беспилотников, которые несут там 10, 15, 3, 20 килограмм, несут на большое расстояние, это вообще не было, не было в расчете. Ракетный корабль «Ивановец» Черноморского флота РФ уничтожен в результате операции Главного управления украинской разведки. Об этом пишет само ведомство в Телеграм, публикует видеодоказательства. Ночью корабль был атакован дронами, как становится понятно из видео, и пошел ко дну. Поисково-спасательная операция оккупантов в Донузлаве не увенчалась успехом. Стоимость такого корабля – 60-70 миллионов долларов, пишут в разведке. Это достаточно существенная потеря, учитывая наличие всего 3 таких катеров проекта 1241-1 в составе Черноморского флота РФ и вооружение, среди которого противокорабельные ракеты типа «Москит» с дальностью до 130 километров. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы, учитывая штатное количество личного состава в 40 моряков. Последствия сокращения корабельного состава РФ тоже существенные. По состоянию на 1 февраля военно-морские силы Украины насчитали 15 поврежденных российских военных кораблей в Черном море. В Турции террорист удерживает 7 заложников на заводе Procter & Gamble в провинции Каджаэли. Якобы такими действиями он выражает свое несогласие с действиями Израиля в секторе Газа.
В сети появилось фото, предположительно, с самим террористом. Надписи на одной из стен, которые он сделал вместе с флагами Палестины и Турции, переводятся как «Ворота будут открыты, либо мечеть, либо Газа умрет». Губернатор, полиция, медики отправились в район завода. Полиция оцепила место, где засел террорист. Ждем развития событий. Давайте присоединяйтесь к нам в нашем Телеграм и в нашем Ютуб. Села за радугу. Суд в Нижнем Новгороде дал 5 суток административного ареста девушке с радугой на сережках, потому что посчитал их демонстрацией символики запрещенного в России так называемого ЛГБТ-движения. Девушка в сережках с радугой сидела в кафе со своим другом в розовом свитере, на котором был сине-желтый значок. К ним подошел неизвестный, потребовал все снять, спросил, знают ли они о ситуации в стране, и снял разговор на видео. Мужчину из Волжского, Волгоградской области, суд оштрафовал за публикацию в интернет с радужным флагом. В общем, борьба с радугой идет активными темпами. Очередное нападение йеменских хуситов на американское торговое судно. Они снова заявляют о том, что продолжат атаки. Военно-морские силы вооруженных сил Йемена провели конкретную военную операцию, нацеленную на американское торговое судно «Кои», направлявшееся в порты оккупированной Палестины. Несколько соответствующих военно-морских ракет, которые непосредственно поразили судно. Правда, они также заявляют, что обстреляли американский эсминец в Красном море и что попадания были точными и прямыми. В Соединенных Штатах такую атаку по эсминцу не подтверждают. Более того, уничтожили ракету класса «Земля-воздух», которую готовили к запуску йеменские хуситы. Вместе с тем в Совете нацбезопасности США объявили, кого считают ответственными за атаку по американской военной базе в Йемене, в результате которой погибли 3 военнослужащих. Мы считаем, что нападение в Иордании было спланировано, обеспечено ресурсами и осуществлено группой под названием «Исламское сопротивление в Ираке», в которую входят многочисленные группировки, включая Катаиб Хезболла. Катаиб Хезболла, которая днями объявила о приостановке боевых действий против американских войск в регионе, тоже является частью группировки «Исламское сопротивление в Ираке». Все эти структуры, говорит Кирби, поддерживаются и финансируются Ираном. Суд отменил $56 миллиардов выплат для Илона Маска. Совет директоров Tesla утвердил 10-летнюю программу вознаграждения Маску в виде акций, но суд штата Делавэр решил, что совет директоров не был независим, а размер выплат справедлив. Маск не имеет права на такие рекордные выплаты. У совета директоров Tesla есть несколько вариантов. Я имею в виду, что они могут подать апелляцию, но они также могут отменить соглашение, заключить новое соглашение задним числом, по сути, вернувшись к компенсационному пакету 2018 года, получить одобрение акционеров на предстоящем собрании. Это отменит его. Другая вещь, которую они могли бы сделать, это новый компенсационный пакет, который, по сути, включал бы в себя как 18-й, так и новый, но это беспрецедентная история. Я думаю, что это шок, что это произошло, и это происходит в очень сложное время для Маска, а также для совета директоров Tesla. Сам Маск о решении суда ничего не говорил, только написал в своей соцсети X, бывший Twitter, пожелание предпринимателям: не регистрируйте компанию в штате Делавэр. В России открывается супер-ультра-патриотическая радиостанция, которую, конечно же, все ждали. Об этом говорит Роман Карманов, а ему ведь можно верить. Радиостанция, которая была запущена, исходя из текущего исторического момента для аудитории, которой она востребована, с музыкой, которая сейчас востребована. И при этом я точно могу сказать, что эту радиостанцию ждали. Вот рядом со мной сидят ребята, музыканты. Собственно говоря, везде у нас вокруг музыканты. Все ждали эту радиостанцию все эти последние 2 года. Потому что в стране возникла целая волна новых музыкантов, которые исполняют музыку, которая своими корнями основывается на том, что сейчас происходит. Это и то, что происходит вокруг СВО, и
и что с нашим обществом происходит, и переоценка ценностей, и много чего еще. И все это выливается в итоге и в волну музыкальную новую, этих артистов уже очень много, и в то, что вы знаете прекрасно, мы это уже в этом зале обсуждали, есть целая плеяда новых поэтов, которые также будут звучать в эфире, я надеюсь. Вот. Но самое главное, что эта радиостанция дает возможность выйти к аудитории, к слушателям, вот этим как раз музыкантам, которые этой возможности не имели. Что касается фонда, то с одной стороны, мы за это время поддержали 1100 музыкальных проектов, часть из которых напрямую направлена на поиск молодых музыкантов. Это и проект автора Игоря Матвиенко, это и проекты «Молодые ветра», радио «Нашествие» тоже запускало. У нас множество проектов, в результате которых возникли новые музыканты, которые тоже нуждаются в выходе к широкой аудитории в эфир. Это целая волна. Я думаю, что многие будут удивлены тому, что они услышат в эфире новые, действительно классные песни. Это качественная музыка. Да? Она не имеет ничего общего с тем, как вот любят рассуждать о патриотической песне, да, что это вот, что-то такое, из чего невозможно составить целый эфир. Возможно. Это классная музыка, очень качественно сделанная, вы ее сами услышите, уже имеете возможность это сегодня слышать. На этой радиостанции будут крутить песни Шамана, Любэ, Дениса Майданова, Олега Газманова и других, кого, вероятно, назначат патриотами. По всей видимости, такая радиостанция даст эталонную меру пропаганды, от которой все будут отстраиваться. Oh, yes, please. Yes, please. Look at this. Jolly good, yes. And well done, everybody. Well done, everybody. What's up, silly bastard? What's that? There we go. Come on, come on, come on. Oh, yes, please. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, комментариев и репостов. Это важно для нас и важно для Ютуба, который покажет это видео большему количеству людей. На этом все, до встречи, хороших вам новостей.